Привет, дорогие друзья, с Высокогорья Тайваньского. Сейчас мы находимся в деревне, которая называется Женай. Она находится на пути к горе Хэхуан, на пути к Дайлиню, таким более высокогорным регионам. Здесь очень тоже много производится чая, причем самого разного, не только улуна, но и красные чаи делают. И мы сейчас на одном из заводов, с которым сотрудничаем. Они сейчас здесь занимаются где-то второй день обработки чая. Здесь делают в основном улуны. Вот, сейчас рабочие здесь занимаются обжаркой и сминанием. Это такая самая кропотливая стадия обработки улунов, потому что постоянно, то есть, обжаривается, складывается, значит, в тканевый мешок скручивается. После этого чай сминается, значит, потом снова разбивается, обжаривается, и такая стадия многократно повторяется. Сминание, как вы знаете, бывает двух типов. В основном считается таким более качественным, более правильным, когда используют такие машины, вот эти вот станки для сминания, где чай собирается в шар большой, да, и вот эти шары долгое время крутятся. Причем этих стадий действительно много, и да, получается и скрутка, и, скажем, сминание более нежное, более правильное. Все вещества из чая выделяются постепенно, постоянно таким легкой обжаркой, они эти стадии фиксируются. Вот. Есть сминание более простое, вот рядом со мной стоит станок, вот, на котором делают такой куб. Вот, уже его наблюдали не раз, но в основном, кстати, на материковом чае это используется при обработке того же тигуаниня, особенно дешевого, каких-нибудь там бэншани, маосе. Но, тем не менее, для недорогого тайваньского улуна, для того же цзичуня тоже используется такая обработка, потому что просто для того, чтобы достичь нужной цены, иначе это невозможно сделать, приходится использовать такие станки тоже. Но конкретно вот эти улуны, сейчас я посмотрю, мне интересно, как вот этот чай, они будут сейчас его либо видимо, по размеру самой тряпки, она очень большая, все-таки она будет делать не шар, а будет обрабатывать его на этом станке. Сейчас посмотрим, как они будут это делать. Все-таки они делают шары, и я на самом деле так грешным делом подумал, может быть, они это потому, что мы приехали такие, так, нет, кубики лепить не будем, сделаем все красиво. Не, на самом деле, я думаю, нет, все-таки в зависимости от сорта смотрят, какой сорт необходимо сделать более качественно, если сырье более дорогое, соответственно, делают более сложный способ обработки. Они высыпают на большое полотнище и оттуда взвешивают по 28 дзиней, получается, значит, каждый шарик взвешивают его, и вот такие аккуратненькие красивые комочки, которые сейчас сложат вот сюда на машину для сминания на жауне. Вот, то есть, в принципе, так. То есть отдельно есть еще вот такой станок, на котором формуется вот этот вот мешок. Как раз сейчас сначала создает форму, зажимает такими лепестками шар. Вот, потом такая рычажок очень удобный. При помощи этого рычага получается такой красивый узелочек. А сейчас происходит обжарка, это еще даже такое, знаете, там легкое поджаривание, потому что очень недлительный процесс, по крайней мере сейчас, я так понимаю, что просто мастер следит и посмотрел, что сырье еще сыровато немного, и он просто чуть-чуть, буквально вот там минуты 3-4 поджарил его, значит, и снова ссыпает, и снова собрали шарики. Вот, параллельно с этим, кстати, запустили жаунян. Обжарка происходит в котле, у котла тоже, значит, регулируется скорость, регулируется температура. Вот, обжарка всегда производится на огне, то есть здесь электрические такие, конечно, машины я как раз видел, но почти всегда можно видеть только те, которые работают на газу, потому что тут важно именно то, чтобы был огонь. Вот мастер смотрит, насколько сырье, значит, подсушилось, значит, пожарилось, он просто смотрит, потрогал, все нормально. Тот самый стульчик, на котором обычно сидит мастер. Почему сидит? Потому что процесс сминания достаточно длительный. Мы вчера были на производстве в Шаньси, и там мастер пошел поспать, пока идет сминание. Похожий принцип у других станков, которые используются, например, при сминании тех же получёсных улунов или красного чая. Но здесь пластины две. Вы видите, да, еще такие стоят ограничители по краю круга, да, которые не дают шарам выкатиться, собственно, да, сверху. Пресс, который прижимает, тоже, причем на нем тоже есть борозды, вот так вот крутится, и чай таким образом сминается и скручивается одновременно. Кстати, вот эта вот черта здесь абсолютно не зря. Вот, потому что за эту черту обычно не укатывается шарик в случае падения. Буквально только что я вот сидел, рассказывал как раз про сминание. Вот только я встал, вот в эту же секунду вот этот огромный шар, значит, выкатился и упал сюда. Ну, такой, конечно, с большой скоростью, но тем не менее, если такой шарик
Упадет на ногу, будет не очень приятно, довольно тяжелый. В принципе, если посмотреть на тумблеры, их не так много, но тем не менее можно сделать довольно много разных способов обработки, зная, как бы, да, вот, использовать те или иные настройки. Например, здесь скорость прокрутки всего барабана, то есть скорость движения конвейера. Здесь интенсивность вентилятора, то есть насколько, ну, то есть включение-выключение, но по сути тоже можно и регулировать потоки воздуха. Ну, потом, естественно, аварийная остановка, открывание или закрывание, значит, вот этих вот, которые находятся на конвейере, вот эти вот лопасти, да, которые открываются, чай просыпается на следующий уровень, тоже можно их настраивать. То есть такие, в принципе, довольно простые, но тем не менее важные настройки. Ну и, конечно, температура, при которой происходит хунбэй, то есть, ну, ганза, в данном случае это сушка. Ну а соседнее помещение с обработкой, вот, это помещение, где происходит охлаждение чая, да, здесь тоже вот вентиляция, кондиционирование, такие вот стандартные, в общем-то, для всех заводов, где делаются лунные подносы, вот, причем подносы все расположены на таких вот подставках, которые все, естественно, на колесах, потому что стараются максимально оптимизировать, чтобы не использовать слишком много ручного труда, то есть все так вот, здесь рядом же огромное пространство для VDAO, потом, собственно, все собирается сюда на подносы, вот, и держится в этом помещении. Кстати, вот интересно то, что как бы здесь на этом производстве, например, не механизирован процесс охлаждения, то здесь не такие вот огромные, такие квадратные эти подносы, которые автоматически выезжают, на них высыпаются. Здесь используются традиционные такие вот подносы, причем они еще и все бамбуковые, ну, из такой тканевой окантовки, для того, чтобы бамбук не разбивался, потому что если эту тканевую окантовку не использовать, то бамбуковый поднос довольно быстро приходит в негодность. А так это все ручное плетение, то стоят они, в общем-то, не очень дешево, поэтому здесь так все аккуратненько. Вот. Но на самом деле вот именно какие конкретно использовать подносы, это не настолько важно, но вот некоторые мастера уделяют этому внимание, считают, что подносы, которые с сеткой, с пластиковой либо металлической, все-таки на аромат чая влияют, и поэтому используют традиционный бамбуковый поднос. Ну что же, сейчас мы приехали на плантацию, которая находится примерно на высоте 1800 метров. Она находится на соседней горе напротив Хуаншань. Вот. Но это тоже, кстати, предгорье пика, который по высоте почти такой же, как Юйшань, самая высокая точка Тайваня. Поэтому здесь тоже очень много чайных садов, которые по праву называются гаошанча, то есть высокогорный чай. Здесь, кстати, уже так достаточно прохладно, хотя мы вроде не так и долго ехали. Вот, но ехали как недолго? Ехали около где-то 45 минут сюда, вот, из Женай, из поселка. И по дороге очень много сначала было ферм, потом уже все фермы закончились, все, уже был дикий лес. То есть здесь абсолютно все уже начинается, там дальше заповедник, вот такая вот охраняемая территория, и просто, то есть никто не живет, все это край земли. Мне немного напомнило плантации наших друзей в Юйшань, которые тоже находятся вот прям на границе заповедника. Прям вот очень похожая картина. Даже, то есть вот чайный сад, и все. Дальше лес, никакой дороги, никто тут не живет, тут просто вот живут только сезонные рабочие. Вот. И, собственно, этот чайный сад очень ценится сырье отсюда, благодаря тому, что здесь абсолютно никакого воздействия человеческой среды, то есть даже никаких дорог, трасс, ничего нет. Вот. Рядом лес, очень много туманов, очень чистый воздух, естественно, ну и, собственно, чай, поэтому здесь себя чувствует значительно лучше и значительно получается чище, аромат. Так, чистота воздуха, чистота окружающей среды очень сильно влияет, прежде всего, на аромат чая. Ну, по крайней мере, именно об этом мне рассказывали многие владельцы подобных плантаций, и сам это я просто замечаю по чаю, да, что вот он очень ароматный. То есть тут влияет, естественно, и высокогорье, и чистота воздуха, и туман,
и все вместе. Сейчас вот прям только-только завершился первый сбор. К сожалению, мы не успели. Мы вчера были внизу, собственно, тоже занимались поисками интересных сортов чая, в том числе и всяких лао-чая и прочего. Вот поэтому, к сожалению, не успели сюда приехать вчера, когда как раз производился сбор чая, который мы сегодня смотрели, как обрабатывается. Ну, собственно, вчера произошел сбор. Тут 2 дня он шел, вчера, позавчера. Везде все кусты уже собраны. Но буквально через где-то 2 недели будет следующий сбор, который называется Дунча. А вот от того, который собирается позднее, в конце ноября, он получается такой более такой плотный, мощный нунсян. То есть такой вот, ну, чуть подвязывающий такой, да, вкус у него. Вот, то есть крепкий. А с чем это связано? Во-первых, то, что немножко, я так понял, что там другой черенок, то есть собирают его, например, когда уже подрезали, там вырастает несколько буквально побегов, и побегов вот этого второго сбора, их примерно где-то раз так вот, может, в 7-10 меньше. Чайный побег силу куста дает больше гораздо туда своей энергии, поэтому, собственно, побег такой более плотный. И, кроме того, еще есть такой фактор, то, что между этими 2 сборами всегда удобряется чай, да, то есть именно поэтому некоторые ценят чуть-чуть меньше этот второй сбор, из-за того, что идет удобрение, и как бы какая-то часть, там, ну, содержания удобрений так или иначе какое-то есть в этот момент в чае. Вот, конечно, тут на Тайване тоже все говорят, что мы там не органичны, мы аккуратны, то есть вон выше дида, вон иначе. Эту фразу впервые слышал у Ляншань, тоже одного тайваньца, который в Юнане выращивает улуны. Очень следят, скажем так, за употреблением. Никто не рассказывает байки про то, что мы тут только органика и так далее, хотя есть органический чай, тоже Дунфан Мэйжэнь, который просто нельзя использовать удобрения, потому что иначе не будет никаких жучков, как говорится. Здесь же используется, но очень аккуратно, очень небольшом количестве, потому что тайваньцы очень много сотрудничают с Японией, с Америкой, и как бы там жесточайшие абсолютно требования по контролю, поэтому в этом плане тут нормально. Но вот сейчас тут буквально через там несколько дней будет удобряться чай, потом, значит, проходит 2 недели, и после этого идет сбор. Вот. В том числе еще из-за реакции вот на удобрение получается более такой мощный, плотный вкус у чая. Я не знаю, с чем это связано. То есть мне фермер объяснил, но некоторые слова я не понял, потому что это что-то такое из разряда взаимодействия, скажем так, удобрений и листа, что-то химическое. Вот. Кстати, гора это называется Нэнгао Дашань. Никогда здесь раньше не был, вот, то есть мы много где были на Тайване, но надо сказать, что чайных гор здесь тоже хватает и регионов. Вот. Мне здесь очень нравится именно тем, что это такое не самое известное место, здесь абсолютно нет никаких туристов. Чайный сад находится на противоположном склоне от склона, который смотрит на Жэнай, на вот, собственно, на вот эту вот большую туристическую дорогу, ведущую на гору Хэхуан. Вот самое такое известное здесь туристическое место. Кстати, отсюда очень здорово видно абсолютно весь практически высокогорный район вот этот вот, то есть видно вон ту дорогу, которая ведет туда дальше выше на Хэхуан, к Лишань, вот там же находится и Дуйлинь, вот чуть-чуть там в сторону Цуйфэн, вот. А если посмотреть туда, вот, то туда вот за вот этими горами уже в ту сторону там находится гора Юйшань, собственно там же Алишань регион, следующий высокогорный, который туда идет. Но вот этот регион, он заметно выше, чем Алишань, и вообще чай из Лишань, Цуйфэна, вот отсюда из Тилайшань, который вот там вот гора находится, вот за этой горой, вот там чай считается более качественный, чем чай из Лишань. Кстати, у нас так незаметно появилась уже следующая причина для визита сюда. Вот, обрати внимание на такой огромнейший просто пень, вот гигантский, видно, он весь уже порос травой, врос практически в землю. Здесь такой ограничитель вдоль дороги. В свое время его здесь бросили, потому что не смогли вывести. Вот, рассказывает хозяин плантации, то, что раньше, когда здесь только-только начали делать чайный сад, здесь, конечно, вырубали лес, как это, к сожалению, бывает. Говорится, сюда чем-то приходится жертвовать. И здесь были огромнейшие просто кипарисы и другие породы деревьев, наподобие, кстати, как в Лишань тоже. Там даже железнодорогу в свое время японцы построили, колониальное правительство. Они вывозили оттуда огромнейший просто лес. И, в принципе, Тайвань очень знаменит в этом плане, то, что здесь очень много местных сортов деревьев, их эндемиков, да, которые только здесь растут. Вот, и здесь раньше тоже был такой лес. Но что нам рассказал у нас фермер, то, что там дальше, вот, собственно, где начинается уже территория
не освоенные человеком. Там еще сохранились такие деревья, их довольно много. Есть вообще гигантские просто. И лес немного не похож на тот лес, где я, например, уже был в Алишане. Так что в следующий раз очень надеюсь сюда сходить, съездить, посмотреть на местный дикий лес. Я думаю, тоже достаточно интересно. Да, у нас потом с нами поехать? Кого? А где он? Видимо, его положил, видимо. Кстати, на этой плантации оборудована полностью система орошения. Она всегда делается довольно просто, то есть просто выше на склоне делается большой резервуар. Иногда это идет бетонированные такие просто короба большие. Здесь гораздо проще сделали, просто выкопали большую яму, обложили ее таким полиэтиленом плотным, и все, и набирают там дождевую воду. То есть там везде стоки туда сделаны так, чтобы вода стекала туда, все ручьи. Вот, собирают эту воду и, собственно, потом открывают кран, и все, и она по своим собственным давлением идет сверху вниз. Которые даже вообще не используют никаких насосов, то есть просто чисто вот такой естественным путем. Кстати, уточнил все-таки у фермера, почему нужно использовать систему орошения и почему здесь, например, есть, а на каких-то других чайных садах не используется. Ну, во-первых, это все-таки стоит каких-то усилий, каких-то денег. Это не так просто прям взять все трубы, проложить, все организовать. Вот, то есть это тоже некий труд работы. То есть первая причина это то, что просто некоторые фермеры не имеют возможности ее сделать, либо недостаточно трудолюбивые. Вот, потому что чай, в принципе, чайный куст, он достаточно живучий. Он в любом случае будет расти, даже если вообще не будет никакой системы орошения. Но так как сейчас меняется погода довольно сильно и становится жарче, говорит, что действительно становится жарче, здесь тоже это заметно. Достаточно длительное время погода достаточно сухая, и в случае, если засушливо, то, в принципе, да, чайный куст тоже вырастает, но, во-первых, он говорит, что не очень красивый побег, не такой он как бы длинный, то есть он вырастает короче, а потом, говорит, часто, говорит, почка, говорит, вообще не вырастает у него, просто из-за того, что куст себя чувствует плохо, слишком жарко, не хватает ему воды. Вторая причина, то, что я уже говорил, действительно, здесь чуть-чуть меньше туманов, но незначительная, это такая слабая причина. А самая главная причина в том, что в высокогорье в почве гораздо больше камней, соответственно, вода уходит гораздо быстрее и не задерживается в почве. Поэтому, если не использовать такой полив, то действительно не будет хватать конкретно влаги чайному растению. Противоположность, например, тем же плантациям на Шенесси, там, и тем более на плантациям, которые вообще внизу находятся, там земля, уже чисто земля, и либо там есть камни, но их гораздо меньше, и, соответственно, плотность почвы выше, и, соответственно, она задерживает воду гораздо лучше, и поэтому там нет необходимости такой системы орошения сделать. Здесь же это такая очень важная причина, необходимо ее делать, в таком случае просто будет плохое качество чая.